Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В такой приятный зимний день, а сегодня 4 декабря, я хотела предложить вам посадить вместе со мной нарциссы. Я думаю, что многие уже это сделали, но я выдержала такую паузу для того, чтобы купить побольше нарциссовых луковиц. Вот посмотрите, сколько их у меня. Потому что, как правило, все оптовые продавцы цветов, в том числе и нарциссов, стараются к концу сезона распродать свои остатки, чтобы они не оставались на следующий год, на следующий сезон, и цены довольно приемлемые. Вот поэтому я и задержала посадку. Но я свое наверстаю. Нарциссы у меня готовы, они довольно дешевенькие. Каждая луковичка обошлась примерно 15 гривен. Сухой, хороший посадочный материал. И сажать я их буду частично в почву в теплице, а частично, сейчас покажу, вот такие большие горшки, которые я приготовила и которые можно будет поставить практически везде, как только нарциссы начнут цветение. Этот горшок 25 литров. Я сделаю дренаж из обыкновенной соломы. Затем наполню емкость смесью обыкновенного грунта. Немножко добавлю золы и торфа. Ну, это я вам сейчас покажу. Нарциссы не требуют особого ухода. Многие сорта растут сами по себе и завораживают нас своим цветением каждую весну. Как правило, нарциссы цветут ранней весной, а некоторые виды зацветают даже в конце зимы. Почему я люблю сажать нарциссы? Потому что их легко выращивать, они очень выносливы и практически не страдают никакими болезнями. Теперь поговорим о том, когда, как и где лучше посадить нарциссы, как вырастить нарциссы дома и подарить красивый букет себе, любимой, к 8 марта. Нарциссы относятся к семейству амарилисовые. Луковица нарцисса содержит некоторые вещества, которые обладают наркотическими и ядовитыми свойствами. Поэтому нарциссам не страшны никакие грызуны. А вот если вы хотите защитить от них тюльпаны, то посадите их вместе с нарциссами. Правильно посадить нарциссы? На какую глубину? Обычно мы высаживаем все луковичные, в том числе и нарциссы, на глубину 3 луковиц. То есть над посаженной луковичкой еще должен быть слой почвы, толщина которого равна 2 размерам луковицы нарцисса. Так растение сможет накопить запасы питательных веществ, чтобы пережить осенние и зимние холода и снова зацвести весной.
Где посадить нарциссы? Лучшее место для посадки нарциссов на солнечных клумбах, в крайнем случае небольшая полутень. Но нарциссы столь неприхотливы, что будут расти где угодно, и у подножья лиственных деревьев, и возле кустарников, и даже на тяжелых глинистых почвах. Но если вы хотите создать идеальные условия для посадки этих неприхотливых цветов, отдайте предпочтение хорошо дренированной почве. Можно посадить их в большие цветочные горшки, как это сделала я в этом году, сочетая с другими луковичными – гиацинтами, тюльпанами, крокусами. Солнышко выглянуло. Сейчас согреет тепличку. Растения будут очень рады. На дно положим солому. Она будет работать и как дренаж, и как удобрение. Обычно в качестве дренажа используют или керамзит, или песок. Но если вы будете использовать вот такой материал, или же древесную кору, или может какие-то остатки листьев, то они вам сослужат двойную полезную службу. Будут и удобрением, и дренажом. Теперь добавим немножко грунта обыкновенного. Вот я тут немножко приготовила. И торф. Теперь еще положим немного пепла, потому что это фактически полноценное минеральное комплексное удобрение. Добавим. Вот здесь у меня еще есть суперфосфат. Он будет работать и на дезинфекцию, и на увеличение количества цветов. И торф. Торф у меня с перлитом. Тоже он работает как разрыхлитель. Перлит для того, чтобы корешки не были плотно забиты грунтом. Перлит самое то. Теперь все это надо перемешать, чтобы почва была равномерно одинаковой. И можно высаживать нарциссы. Нарциссы у меня большие. Размер, посмотрите, больше 2 сантиметров в диаметре. Это полноценный хороший цветок в будущем. Значит, нарцисс имеет вот здесь вот у основания точки роста, которые, если вы хотите, чтобы они задержали свой рост, то вы сажаете глубоко, больше, чем на 3 луковицы вниз. А если хотите, чтобы они быстро вышли из-под земли и дали вам максимальное количество веток, то заглублять надо примерно на 2 луковицы, то есть повыше поверхности почвы. Так вы получите новый быстрый материал посадочный, и нарцисс быстрее зацветет. Когда сажать нарциссы? Самое подходящее время для посадки нарциссов – поздней осенью, примерно за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков. Главное, луковица должна уйти в зиму укоренившейся, но без зеленого стебля, не проклюнувшейся. Посадка, сделанная вовремя, позволит луковице зацвести ранней весной. Как посадить нарциссы? Я обычно соблюдаю расстояние между луковицами около 5-10 см, чтобы дать им возможность хорошо развиваться. Перед посадкой почву лучше удобрить, добавить фосфорные и калийные удобрения для развития корневой системы, легкий проницаемый торф, углубить луковицы в слой почвы, а затем засыпать землей, аккуратно утрамбовать и полить немного водой. Я в этом году воспользовалась выпавшим снегом. Это идеальная вода.
Теперь я распределю их. Значит, расстояние между каждой луковичкой должно быть примерно 5 сантиметров. 5-10. Все зависит от того, насколько у вас большая емкость для посадки и от того, будут ли эти нарциссы у вас здесь дальше развиваться. Но я их буду пересаживать сразу после того, как они отцветут. Поэтому я могу посадить через 5 сантиметров. А если вы хотите получить целые гнезда нарциссов, то можно посадить пореже, сантиметров по 10. От бортика моей емкости я тоже отступаю примерно 5 сантиметров. Вот так вот сажаю второй ряд. Тут есть у меня мелкие такие, я их отберу и посажу в другие ящики поменьше, посадочные. Ну вот, собственно говоря. Значит, в эту емкость у меня поместилось 3, 6, 9, 11 штук. Можно 12 посадить для лучшего счета. Вот. Теперь я закрою почвой на высоту 2 луковиц, но перед этим немножко опылю луковицы пеплом, для того, чтобы продезинфицировать в процессе их роста. Вот так вот. Можно это сделать и фунгицидом, но для меня пепел это лучший фунгицид. Все, теперь закрываем эту посадку. Закрываем остатками земли. Торфом. И хорошо утрамбовываем. Если у вас предвидятся морозы, можете той же соломой и замульчировать. Растения посажены, луковицы посажены. Осталось только ждать весны, пока они вам покажут свое красивое цветение. Теперь хочу показать вам некоторые сорта нарциссов, которые уже растут в моем саду, и те новинки, которые зацветут следующей весной. Нарциссы с крупным цветком белого цвета Mount Hood. Нарцисс Калгари. Впечатляющий нарцисс Драма Квин. Мой любимчик Таити. Полный обзор сортов нарциссов, которые растут в моем саду, я сделаю в одном из следующих видео. Наконец все нарциссы посажены, почва замульчирована, теперь осталось подождать 3 месяца и подготовиться к наслаждению цветением. А чтобы цветов было много и растения хорошо развивались, не забывайте рыхлить почву, подкармливать и поливать. И тогда обильное цветение гарантировано. Весной с появлением первых всходов нужно внести азотные удобрения, аммиачную селитру или мочевину. Азот нужен для роста зеленой массы и восстановления питательных веществ в луковице. Как только растения будут готовы к образованию цветоносов, внесите сульфат калия и суперфосфат. В период цветения в сухую погоду нарциссы нуждаются в поливе. И не забывайте обрезать увядшие цветки, чтобы стимулировать сохранение энергии луковицы для цветения в будущем году. Пусть ваши клумбы радуют глаз и приносят наслаждение, когда весной проснутся нарциссы, которые вы вместе со мной сегодня посадили.
Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. Скоро увидимся!